Сделаем мы сегодня с вами обалденно вкусный торт без духовки. Получится и вкусно, и очень красиво. В первую очередь приготовим очень простое тесто. В миску разбиваем яйца. Все продукты и их количество будут указаны в описании под видео, поэтому обязательно туда загляните. Яйцам отправляю щепоточку соли и добавляю сахар. Вот так, я добавляю 3 столовые ложки, можно добавить чуть меньше или чуть больше, в зависимости от того, как вы любите, послаще или не очень сладкое. Все это тщательно перемешиваем венчиком до однородности. Миксер здесь не нужен, можно просто венчиком. Здесь у меня молоко. Молоко желательно брать комнатной температуры, предварительно достать его из холодильника. Часть молока, примерно половину, отправляем к яйцам, вот так на глаз. Все это перемешиваю. Сразу же всыпаю сюда просеянную муку. Муку обязательно просеиваем. И также здесь у меня какао. Тесто будет шоколадное. Какао тоже обязательно просеиваем, чтобы не было таких крупных комочков. Все это тщательно перемешиваем до полного растворения всех комочков и муки, и какао. Именно потому, чтобы было легче все это перемешивать и разбивать комочки, я добавляла половину молока. Потом будем разбавлять тесто. Вот посмотрите, когда все комочки растворились, начинаем тесто разбавлять. Вливаем сюда оставшееся молоко. И в итоге оно у нас получится жиденькое, как на блинчике. И сразу же можно добавить растительное масло. Все, теперь это хорошенечко смешиваем до однородного состояния. Вот такое в итоге получается тесто. Оно очень жиденькое, как на обычные блинчики. Только блинчики у нас сегодня с вами будут шоколадные. Я думаю, что вы уже догадались, что готовим мы сегодня с вами блинный торт. Поэтому сковороду блинную я уже хорошо разогрела, смазала ее растительным маслом перед выпечкой первого блинчика. И теперь, как обычно, выпекаем блинчики. Только они у нас сегодня с вами будут шоколадные. Вот так распределяем тесто равномерно. И как обычно, сначала с одной стороны, потом переворачиваем. Эти блинчики у нас получатся, знаете, не прям такие вот тонюсенькие, как обычно я пеку. Они будут чуть-чуть поплотнее, чем обычные блины. Из всего количества теста у меня получилось 20 блинчиков, но на торт у меня уйдет примерно половина. Вторую часть я сделаю сыну блинчики со сладкой начинкой. Вы смотрите сами. Если хотите, то можете уменьшить количество продуктов на тесто вдвое. Теперь мы с вами приготовим крем. Крем очень простой и в то же время очень вкусный. Здесь у меня творожный сыр. Добавляем сюда сразу же сливки жирные, хорошо охлажденные. У меня сливки жирностью 33%. Сразу же можно добавить сюда сахарную пудру по вкусу, либо, если хотите, можно добавить вареную сгущенку, например, тоже будет очень вкусно. И теперь все это взбиваем до образования пышных, таких устойчивых пиков на поверхности. Вот посмотрите, вот такой у нас получился пышный и в то же время хорошо держащий форму крем. Все очень просто. Собираем торт. Для этого берем блинчик. Каждый блинчик промазываем кремом. Где-то столовую ложку с горкой выкладываю крема и распределяю равномерным слоем по блинчику. Теперь каждый блинчик заворачиваем вот таким вот образом. Достаточно такой плотный рулетик. Готовые рулетики перекладываем в форму. У меня вот такая вот прямоугольная. Я затянула ее пищевой пленкой. У меня получается 4 блинчика, один ряд. Далее сверху блинчики тоже промазываем кремом. И будем выкладывать сверху второй слой блинчиков, рулетиков. Всего у меня блинчиков получилось 2 ряда, то есть ушло 8 блинчиков. Теперь остатками крема вот так промазываем их сверху. Точнее, это у нас будет низ тортика. Вот так вот все хорошенечко промазываем. Теперь смотрите, берем края пищевой пленки и вот таким вот образом натягиваем в эту сторону. С двух сторон натягиваем пищевую пленку, чтобы тортик наш уплотнить. Вот так. И со второй стороны то же самое делаем.
таком виде убираем нашу заготовку для будущего тортика в холодильник хотя бы на 2 часа, чтобы крем хорошо схватился и торт наш держал форму. Так получилось, что у меня торт простоял в холодильнике ночь, хотя в принципе достаточно 2 часов или даже 1 часа будет достаточно. Сейчас мы с вами сделаем очень простую глазурь. В сотейник отправляем сметану. Сметана жирностью 15-20%, меньше лучше не брать. Также сюда отправляем сливочное масло. Обязательно, конечно, сахар. Все продукты, их количество будут указаны в описании под видео, как я и говорила, поэтому можете туда заглянуть и посмотреть состав. И сюда же отправляем какао. Вот так. Все это теперь будем нагревать. Хорошенечко все прогреваем. Сливочное масло должно полностью растопиться. Сахар тоже должен раствориться. Какао разойтись. Вот буквально только начнет все закипать, булькать, сразу же будем выключать огонь. Ну вот, посмотрите, уже начинает закипать глазурь. Все, вот этого будет достаточно. Выключаем огонь, снимаем сотейник с плиты и слегка охлаждаем. Пока глазурь остывает, вынимаем тортик наш будущий из холодильника. Что мы делаем? Мы здесь заворачивали его в пищевую пленку, открываем, вот так, вынимаем легким движением руки, перекладываем на доску. Неровный край можно сразу же обрезать. Ой, нежный какой. Обрезаем с 2 сторон. Торт я переложила на блюдо. Можно его, в принципе, уже и так подавать, если не хотите заморачиваться с глазурью, либо сверху посыпать тертым шоколадом. Я же все-таки поливаю его подготовленной глазурью, распределяю ее. Можно, чтобы стекало прям с тортика. Вот так. Не жалеем. Тут не обязательно делать все идеально ровным. Мне вот нравится, когда вот так хаотичные потеки. Теперь убираем тортик в холодильник еще минут на 15-20, чтобы глазурь немножко схватилась. И будем подавать к столу. Глазурь схватилась немножко. Я вам хочу показать, как тортик выглядит на разрезе. Посмотрите, насколько он мягкий, насколько он нежный. Как легко он режется. Ножом по тарелке, но ничего страшного. Самое главное показать результат. На этот кусочек наведи. Смотри, какой. Ну, прелесть. Конечно же, я попробую. Чайник уже включила. Вкуснятина. Торт легкий. Нежные, тает во рту. Вот знаете, идеальный рецепт, когда не хочется заморачиваться с долгой выпечкой, с духовкой. Напекли блинчики, промазали кремом, завернули. Вот такой вот рецепт обязательно приготовьте. Мне кажется, съесть этого тортика можно сколько угодно. Вкуснятина. Всем желаю приятного чаепития, хорошего настроения. Обязательно готовьте, пишите ваши отзывы в комментариях и пока.